Всем привет, с вами канал Mobile XL, и сегодня я представляю вам обзор велосипеда Totem Scale. Сегодня я вам расскажу технические характеристики этого велосипеда и узнаем мое мнение на этот счет. То есть я вам расскажу свое мнение об этом велосипеде. Вы, наверное, сталкиваетесь первый раз с маркой велосипедов Totem. И у меня есть что сказать на этот счет. Велосипеды Totem существуют на мировом рынке не первый год и с каждым сезоном расширяют свое присутствие. В модельном ряду более 200 моделей, предназначенных для различных стилей катания. Велосипеды марки Totem проектируются отдельно для каждого рынка, чтобы создать оптимальную конфигурацию, удовлетворяющую потребностям места продаж. Основными местами присутствия бренда являются Китай, США и страны Евросоюза, а в 2015 году было принято решение о выходе на рынок России. В сезоне 2016 года было представлено 7 моделей горных велосипедов, созданных в соответствии с современными мировыми тенденциями. И это все написано на официальном сайте этой компании. Да, слова красивые, но я вам расскажу всю правду об этом велосипеде. Кстати, пробег на данном велосипеде составляет 617 километров. Это за один год. И еще считай этот май. Ну, можете там погрешность плюс-минус там 5-6 километров. Все, вступительная часть закончилась, слава богу. И теперь я начну свой рассказ о раме. Рама здесь сделана из такого материала, как железо. Тяжелое, прочное, это все железо. Железо могут сварить или заварить даже мухосранские. Простой в обращении металл, только боится ржавчины и, пожалуй, коррозии тоже. Эту раму можно сравнить с рамой велосипеда GT. Как видите, за один год моей эксплуатации намеков на ржавчину просто отсутствует. И у этой рамы хорошая плавность хода. И насчет креплений для багажника. Как видите, здесь их вообще нет. Вот, здесь по идее должна быть дырочка какая-нибудь. А с другой стороны, ее тоже нету. И с этой стороны тоже нету. Куда крепить багажник? Куда? Куда крепить багажник, Карл? Дальше у нас на очереди переключатели. Передний переключатель у нас стоит Shimano Tourney по заводу. Задний переключатель Shimano и тоже Tourney. С ними особых проблем не было. Серьезных поломок тоже не было. Только единственное, что на переднем переключе его пришлось настраивать после 2016 года. То есть я его купил в 2016, и вот этой весной мне пришлось настраивать вот эти вот болтики, но немножко подкрутил и стало нормально. Проблема была в том, что вторая звезда спереди плохо переключалась на первую звезду. Вот это главная проблема. А сейчас я нормально настроил, даже самому включился. И в общем все нормально сейчас. В идеале их нужно нахрен менять. Но для меня лично, для городского катания, мне их хватает. О тормозах. Здесь стоят обычные ашановские дисковые тормоза. Они очень хорошие, нормально тормозят, адекватно я даже сказал. И даже колодки за год не стерлись. Теперь пару слов о расположении тросиков. Здесь основные тросики расположены сверху на этой трубе. И если какой-то самоубийца захочет здесь поставить ноги на скорости и здесь покататься на этих трубах, на этой трубе, то ему это не получится. Ему тупо помешают тросики. А обычно на нормальных велосипедах тросики расположены там вот здесь вот. Могут вот здесь. Хотя, если вот здесь вот будут расположены тросики, то, возможно, на них будет попадать грязь. Мне так кажется. Ну, в общем, расположение тросиков не самое удачное, на мой взгляд.
Теперь слово о вилке. Здесь стоит обычная пружинно-эластомерная вилка. Ее ход составляет 60 миллиметров. Но на самом деле это не так. На самом деле ее ход, я измерял, составляет 40 миллиметров. И это реально мало. Сама вилка жесткая. Мелкие бордюры она хорошо глотает. Но крупная, не очень глотает. Но на крупные бордюры с вилкой тоже можно залезть. Если, конечно же, научиться. Прошлой осенью эта вилка у меня сдубела. Когда на улице было там 0, примерно плюс 2 градуса. Она у меня вот сдубела. Потом на следующий год, в этот год, этой весной, я катнулся 2 раза. Она у меня тоже, она была сдубевшая. Потом эту проблему я решил, залив под эти пыльники обычное бытовое масло. Можно взять еще масло для швейных там машинок. Зато на ногах вилки появилось немного грязи. Вот здесь и вот здесь. Как видите. Седло. Теперь про седло. Седло, которое шло в комплекте, оно мне не понравилось. Оно было прям вот такое вот узкое. И все неровности очень хорошо чувствовались. Особенно бордюры, они очень хорошо чувствовались здесь. После того, как я поставил новое широкое седло, жить стало легче. И я узнал, что такое кайф. Зато новое седло это скрипит. Вот, как слышите, оно скрипит. Но для меня это ничего страшного. И когда вы катаетесь на велосипеде сидя, здесь присутствует эффект мокрой попки. Надеюсь, вы поняли, о чем я. Так что это происходит почти на всех седлах. Крылья, которые шли здесь в комплекте, они были совсем не кокосовые. Лучше их, на мое мнение, желательно их поменять. Я даже переднее крыло снял. А сейчас пришло время рассказать вам технические характеристики этого велосипеда. Стоимость этого велосипеда составляет 14 500 рублей. Это со скидкой. А в розницу он стоит примерно 17 тысяч. Материал рамы – железо. Ростовка рамы 18. Модель передней вилки мод 735F. Ход вилки 60 мм, то есть 40. Тип тормозов дисковые вентилируемые, то есть с дырочками. Количество скоростей 21. Передний переключатель Shimano Tourney FD-TZ30. Передняя звезда на 3 кассеты. Задний переключатель Shimano Tourney RD-TY21GSD. 7 звезд сзади. Тип монеток рычажная. Модель монеток Shimano SL EF413L7R. Модель каретки Neko B906. Размер колес 26 дюймов. Втулки Steel 32H. Обода алюминиевые, двухстеночная. Но я так и не понял, двойные они или нет. По моему мнению, этот велосипед отлично подойдет для новичка. Для тех, кто первый раз осваивает горный велосипед. Но для любителей этот велосипед покажется скудноват. А для велотуризма это не идеальный вариант, ибо отсутствие креплений под багажник велосипедный это уж очень сильно огорчает. И вообще это хороший велосипед, реально. Но на дачу возить его жалко, потому что в городе веселее кататься. Но на такой ровной грунтовке, ровной грунтовой дороге кататься на этом велосипеде можно. Я оцениваю этот велосипед по 10-бальной шкале 7 баллов из 10. 3 балла я отнял за вилку, за отсутствие креплений под багажник, велосипедный багажник и за дешевизну компонентов. Всем спасибо за внимание, спасибо за просмотр, ставьте ваши большие лайки, подписывайтесь на этот канал, не забывайте про мой основной. Всем до свидания, всем пока.